Столкновение военного фрегата Хелдж Ингстад с танкером Соула ТС. Хелдж Ингстад — это фрегат класса Фритьев Нэнсон Королевского флота Норвегии. Он был заказан в 2000 году и построен компанией Navantia в Испании и введен в строй Королевского флота Норвегии 29 ноября 2009 года. Проектирование фрегатов класса Фритьев Нэнсон началось в 1997 году. Этот класс разработан с учетом эксплуатационной гибкости, поскольку каждый корабль способен вести противовоздушную, противолодочную и надводную войну. Это было сделано для того, чтобы было легче работать в международных операциях. Фрегаты этого класса имеют общую длину 133,2 и ширину 16,8 метра. Этот класс вооружен 8-местной пусковой установкой ударных ракет Kongsberg Naval Strike. Установка расположена на миделе за носовой надстройкой. Для борьбы с воздушными судами оснащен системой вертикального пуска 32 зенитных ракет. Также установлены 2 сдвоенных торпедных аппарата. Имеет глубинные бомбы, 4 крупнокалиберных пулемета Браунинг калибра 12,7 мм и 2 акустических устройства дальнего действия. С декабря 2013 года по май 2014 года Хелдж Ингстад был одним из кораблей сопровождения торговых судов, перевозивших химическое оружие из Сирии для уничтожения. В августе 2017 года он присоединился к учениям Saxon Warrior у побережья Шотландии, сопровождая авианосцы Queen Elizabeth и George Bush. 8 ноября 2018 года, возвращаясь с учений НАТО, он шел в прибрежных водах к северу от Бергена со скоростью до 17,4 узла. Примерно с 3 часов 40 минут на борту Хелдж Ингстад произошла передача вахты, в ходе которой были отмечены 3 встречных судна после установления радиосвязи и получения запроса изменить курс на правый борт. Чтобы избежать столкновения с нефтяным танкером Соула ТС под мальтийским флагом. Предполагая, что танкер, медленно движущийся с яркими палубными огнями, является частью береговой установки, фрегат намеревался пройти мимо него, прежде чем изменить курс, двигаясь вблизи правого края канала. К тому времени, когда они осознали свою ошибку, они были в пределах 400 метров от Соула ТС. И было слишком поздно, чтобы избежать столкновения. Прибан Атизан, командир корабля, заявил, что он спал в своей каюте, когда произошло столкновение, и фактически проснулся от него. Оно вызвало серьезное повреждение корабля, из-за которых потерялось управление двигателем и рулевым управлением, и образовалась большая брешь вдоль его борта. 7 моряков были ранены в инциденте. К утру у корабля появился сильный крен на правый борт, при этом большая часть кормы была затоплена. Несмотря на усилия по устранению повреждений, корабль затонул рано утром 13 ноября, а над водой остались лишь небольшие участки надстройки. Нарушение герметичности привело к немедленному предупреждению проектировщиков Navantia о безопасности с призывом сообщить операторам подобных кораблей о любых необходимых мерах по обеспечению безопасности. Это первый инцидент такого масштаба в Королевском флоте Норвегии с 1994 года, когда Осло был потерян после того, как сел на мель. В отличие от Хелдж Ингстад, танкер Соула ТС получил лишь незначительные повреждения в передней части, и ему не угрожала опасность затопления. После инцидента он смог продолжить движение к месту назначения. Впоследствии танкер отплыл на верфь в Гданьске для ремонта и вернулся в строй к концу декабря 2018 года. Плохая погода мешала спасательным работам до декабря 2018 года, с запланированной датой подъема корабля до конца января 2019 года. Операция началась 26 февраля 2019 года, а 27 февраля из-за погодных условий частично поднятое судно было перемещено в место, которое лучше защищено от непогоды, где проводились дальнейшие спасательные работы. Первоначальная команда помогла откачать оставшуюся воду, чтобы корабль можно было погрузить на баржу.
Хелджингстад была успешно размещена на барже БОА 2 марта 2019 года и прибыла на военно-морскую базу Хоконсверн 3 марта для удаления запасных частей и чувствительного оборудования. 14 мая 2019 года сообщалось, что стоимость ремонта Хелджингстад превысит $1,4 миллиарда США, по данным норвежских вооруженных сил, что означает, что построить новый корабль будет почти в 3 раза дешевле. Однако возобновление производства только одного корабля может привести к непропорционально высокой стоимости. В январе 2021 года правительство Норвегии подписало контракт на 60 миллионов крон с Norskrepp West на слом корабля. Процесс утилизации использовался для того, чтобы узнать, как в будущем утилизировать другие суда класса Фритьев Нансен. Норвежское управление по расследованию безопасности и Совет по расследованию происшествий Министерства обороны Норвегии начали совместное расследование с участием Мальтийского отдела по расследованию безопасности на море. 29 ноября 2018 года был опубликован предварительный отчет об аварии вместе с 2 промежуточными рекомендациями по безопасности. В нем рекомендовалось изучить выводы предварительного отчета с целью принятия любых необходимых мер безопасности, а компании Navantia изучить соответствующие аспекты конструкции фрегата и выяснить, имеют ли другие корабли такой же недостаток. Водонепроницаемость корабля обеспечивали 13 водонепроницаемых переборок. Если бы командир соблюдал международные правила предотвращения столкновений в море, столкновение бы не произошло. Второй отчет об аварии Норвежского управления по расследованию безопасности утверждал, что корабль получил повреждения, превышающие те, на которые оно было рассчитано. В нем упоминалось, что если бы экипаж был лучше обучен, они бы лучше понимали, как спасти корабль, и они не понимали, что различные системы все еще функционируют. Отмечая, что экипаж эвакуировал судно, не закрыв люков и других отверстий, которые сохраняли бы остойчивость и плавучесть, избегая опрокидывания и затопления. Обвинения были выдвинуты генеральным прокурором в мае 2022 года против лица, которое было старшим штурманом и вахтенным офицером на мостике фрегата.